Привет, дорогие друзья! Ну что, теперь давайте более подробно разберем наше ночное видео. Ну, конечно же, в точку, потому что заработки тех, кто покупает внизу и продает наверху, продолжаются. Такие волны еще будут происходить, потому что Трамп эти волны не запускает. И я уверен, абсолютно намеренно он это делает. Итак, что произошло? После обстрела американской базы в Тегеране, в обычном тегеранском стиле заявили о том, что просто пипец, сокрушительное поражение нанесено, люди вывалили на улицу, все начали праздновать. Западная коалиция поднимала в воздух самолеты для перехвата воздушных целей, катарский Минобороны отчиталось о том, что все успешно сбито, но так или иначе стало очевидно, что все, что мы видим, является своего рода постановкой, красивой, в которой задействовано много-много деталей, всяких декораций, массовка, конечно же, в которой не без трупов опять-таки, потому что, ребят, когда вы мне пишете после предыдущего видео, что типа, ты восхищаешься его игрой, так люди ж гибнут. Ребята, вы заканчиваете с этим инфантилизмом, вы вспомните наконец-то, что вы живете в мире, который никак не отличается от мира, который существовал в Средневековье. Тогда страшно было выходить на улицу. И сейчас страшно выходить на улицу. Тогда ничего не решали там суды или чего-то решали суды, но так как надо. И сейчас то же самое происходит. Если вы думаете, что власть придержащие всерьез считают, что они там хотят как-то улучшить вашу жизнь, особенно я говорю там про западный мир, потому что если мы говорим про восточные некоторые страны, там хотя бы хоть немножко задумываются о том, что будет через 1-2 поколения. А там, я уже описывал это в своем телеграм-канале, для чего, собственно, делается, уничтожается белое образованное население. Потому что это на самом деле уничтожение. Пропаганда-то ведь не действует на ребят, у которых по 7 детей, которые там не говорят ни на каком языке, кроме своего, да. Пропаганда действует на тех, кто смотрит сериалы Netflix. Это делается исключительно для того, чтобы население становилось менее образованным, менее бунтующим. Потому что западное население, самое опасное население, они самые умные, с газетками, понимаешь, сидят, с круассанчиками со своими долбанными и протестуют. Не надо протестовать. Но это мы отвлеклись. В общем, стало очевидно, что это постановка. Постановка, в которой, да, гибнут люди, но тем не менее. Для чего сделана эта постановка? Она позволяет, в общем-то, всем сторонам, почти всем сторонам, выйти из ситуации, сохранив лицо. А почему я говорю почти всем сторонам? Потому что мне видится, что израильская власть не очень довольна. Не израильтяне рядовые, не те люди, по чьим домам летит, а израильская власть. Мне так кажется. Для американцев почему это выход с лицом? Потому что, во-первых, у них недостаточно контингента в регионе для того, чтобы вписываться. Израилю, в общем-то, как они пойдут на страну, в которой в 10 раз больше населения, к примеру? А как Штаты пойдут на страну, в которой 90 миллионов населения, страна со сложным рельефом? Это нереально. Нереально, и даже если было бы реально, к примеру, Буш проснулся там и говорит: вперед, давайте вперед. На самом деле американцы этого не хотят, потому что они помнят, к чему привели предыдущие бесконечные войны, и как они заканчиваются, и сколько там гробов. Америке сейчас не до этого. Да, в Иране есть проблемы. Однозначно в Иране есть сепаратистские настроения. В Иране есть оппозиция, как это ни странно. В Украине нет, а в Иране есть. Сейчас потери несет личная армия духовного лидера, корпус стражей исламской революции. А на их штыках держится власть. Растет недовольство режимом аятолл. Это факт. И когда я общаюсь с рядовыми иранцами, то там звучит, разное звучит. Они вспоминают, как страна была светской, то есть максимально светской. Они мне журнальчики любят показывать, там девушки в красивых юбках и все такое. Но даже не в девушках же дело. Дело в том, что удары идут по стратегическим предприятиям. И убивают ученых-физиков. Ученые-физики — это не тот контингент, который можно взять и нанять по объявлению. То есть урон-то наносится стране однозначно. Однако тут есть проблема. Если аятоллы не удержатся, на месте Ирана может случиться очередная Сирия.
хотя, когда я смотрю, как Бородача этого, который головы резал, принимают на Западе, ну, сирийского имею в виду, то, может, Сирия для Запада это не такой плохой вариант. Хотя с Сирией там надо еще чуть-чуть подождать для того, чтобы увидеть настоящий трэш. Увидите, засекайте время. Израиль же, несмотря на воинственную риторику, по дипломатическим каналам искал урегулирования. Оно и понятно. Потому что, повторяю, воевать со страной, которая в 10 раз больше по населению, с которой нет общих границ, стране Израилю, который, в свою очередь, окружен поясом недружественных стран. Под боком Ливан, Сирия, Турция, еще и Хамас. Эффективность израильских ПВО не стопроцентная, они могут жахнуть. В общем, рассчитывать на то, что Штаты какими-то бомбардировками заставят там иранцы вдруг выйдут на улицы и снесут власть, на это Израилю рассчитывать не приходится. Это то же самое, что думать о том, что после бомбардировок Киева украинцы вдруг внезапно пойдут сносить Зеленского. Да? Вот. Да, пусть будет такая аналогия. Но больше всего всех волновал Ормузский пролив. Но реакция рынка показательна. На обстрел баз США рынок отреагировал не ростом цен, а падением. Так как все понимали, что это шаг к разрядке. В общем, затягивать это было ни к чему. И нужна была быстрая победоносная войнушка а-ля 20-й год, только разве что без сбитых украинских самолетов. Да? Ну, украинцы, хотя все равно погибли. Спутниковые снимки показали, что во время атаки на Исфахан американская авиация действовала очень осторожно, чтобы не повредить реакторы. Во-вторых, как стало известно, та база, по которой отбомбился Иран, была эвакуирована во избежание жертв среди персонала. И атака шла в тесной координации с чиновниками Катара. Что не помешало последним вместе с другими странами Персидского залива демонстративно осудить обстрел. Соседи назвали его нарушением международного права, которому нет оправдания. Могло показаться, что Тегеран балансирует на лезвии ножа, особенно зная вспыльчивый характер Дональда Трампа. При этом, на удивление очень-очень большой аудитории, Штаты заявили, что ответка не планируется. Это нереально. После удара по военным базам США ответка не планируется. Это однозначно указывает на то, что это договорняк. Сам Трамп горячо поблагодарил Иран за своевременное предупреждение, благодаря чему никто из американцев не пострадал. Ну и окончательно убедились все, что это большая сделка. Он анонсировал прекращение огня, о котором его, говорит, просили и иранцы, и израильтяне. Перемирие, если вступит в силу, положит конец 12-дневной войне. Поздравляю планету, настало время мира. Возможно, теперь Иран сможет перейти к миру и гармонии в регионе. Я охотно буду поощрять Израиль поступить так же. Вице-президент Ди Венс уверен, что Иран лишился оборудования, необходимого для создания ядерного оружия, и надеется, что тот не попытается восстановить данную программу. Так что теперь начинается новый этап, когда будет подписано историческое соглашение. Вчерашние противники могут двигаться дальше. Инициативу Трампа поддержали и Израиль, и Иран. Как выяснили журналисты, посредником выступил Катар. Он получил подтверждение от Тегерана, что там не хотят новых атак, а США передали аятоллам через эмира, что не будут мстить за свою базу. Заметим, что именно Катар, а не РФ. Трамп, потому что ранее обращался к Кремлю за помощью, но там заняли антиамериканскую позицию вместе с Китаем. Такому развороту Трампа подивились даже некоторые сотрудники Белого дома. Ну, потому что на самом деле то он опасался новой Ливии, то вдруг атаковал без одобрения, которое необходимо законодательно в законодательстве Соединенных Штатов. Он это сделал, хотя не он первый, кто это сделал из президентов, скажем так. Да? А потом вдруг голубь мира. Голубь мира, читаешь статусы, и просто душа радуется. Там тоже некоторые прозрели, я думаю, от понимания, что это была игра рынками. Ну, скорее всего, мы просто предполагаем. За несколько часов до наступления режима тишины Израиль ударил по Тегерану. Погиб очередной ученый. Иран запустил баллистические ракеты. Есть жертвы от прилетов по жилым домам. Еще одну или две ракеты иранцы выпустили уже после вступления сделки в силу, но они были сбиты и говорят, что это какая-то была ошибка.
Трамп уже выразил разочарование обеими сторонами, особенно Израилем. Братва, не стреляйте друг в друга. Трамп явно нервничает. Трамп, злой, он не скрывал своей злости и даже матерился в эфире, когда журналисты ему начали задавать вопросы. Натурально матерился. И вы знаете, что я думаю, что он сможет выпустить пар, потому что он летит на саммит НАТО, а там его ждет дегенеративно улыбающийся наркоман. Представляете, как можно на нем хорошо отыграться и выплеснуть свою злость. Наркоман еще и напоминающий ему Израиль. Представляете? Потому что Трамп, серьезно наехал на Израиль. Опять на израильскую власть. Потому что он разговаривал, когда после своих заявлений он разговаривал с Нетаньяху по телефону. Он рассказал, что самолеты израильские, которые полетели, во-первых, он написал, не вздумайте бомбить и так далее. Потом он сказал, что бомбить не будут, помашут крыльями там над Ираном и все такое, улетят. Вот сейчас, прямо сейчас я читаю, что куда-то бомбы все-таки улетели куда-то там на периферии, где-то там взорвались 2 бомбы. Сложно сказать, кто больше выиграл. Иран подает такой исход своему населению, как победу. Они, заставили врага раскаяться, вжарили по американским базам, ответки не получили, радуемся, братва, и все такое. Но насколько долго может сыграть этот эффект флага, который объединяет вокруг руководства рядовых иранцев, которые сейчас видят, что это победа, да? И внутренние противоречия же иранские тоже никуда не исчезли. Плюс иранцы увидели, что страна защищена, так себе, что могут быть прилеты. Прилеты продолжаются. Поэтому сказать о том, что вот эта вот ситуация каким-то образом нормализовала внутренний сепаратизм в этом самом, или там успокоила оппозиционные силы в Иране, нет, так сказать нельзя. Ожидается новый раунд переговоров по вопросу ядерной программы, причем по инициативе Ирана. Здесь непонятно, продолжит ли Иран, или, как говорит Венс, что уже все разрушено. Трамп тоже написал, что разрушены все мощности для создания, продолжения создания ядерного оружия. Я сомневаюсь в этом конкретно. Я думаю, что будет все-таки по тому сценарию, который озвучивал вам в позапрошлом, по-моему, видео. Израиль начнет, Иран начнет. Израилю уже не надо начинать, у Израиля есть ядерное оружие, совершенно уверен в этом. А вот Иран уйдет четко в подполье со своим созданием ядерного оружия. И будут продолжать. Будут продолжать почему? Вот даже для Израиля это выглядит не очень красиво, потому что если даже там поверят, что иранская программа ядерная остановлена, то каким путем? Путем нарушения международного законодательства. Ибо атака суверенного государства вот такая вот, это, конечно же, нарушение международного законодательства. Другое дело, что международное законодательство вот такое. Тут вижу, тут не вижу. Если Навальный подает в ЕСПЧ, то через месяц выигрывает. Если подает условно Шари, то 7 лет будет рассмотрение и так далее. Тут надо тоже понимать, да? В общем, но это не чистая победа и для Израиля тоже. А страны, которые находятся рядом с Израилем, посмотрев на это все и поняв, что без ядерного оружия их могут расклепать, тоже сделали свои выводы. И, возможно, тоже уже начинают подыскивать ученых, физиков. Нетаньяху наобещал свержение аятолл, втягивал Америку. В итоге пришлось согласиться на перемирие. Для него это тоже не очень хорошо. Плюс мы уже говорили о том, что для него продолжение войны – это продолжение нахождения у власти. Потому что израильтяне не украинцы. И у них, если появляются вопросы к своей власти, они начинают долбить хорошо. Я помню, как у них там что с молочкой было, какой-то любимый йогурт подорожал или что такое. Да, погуглите. Там были такие забастовки. Вот это я понимаю. Самосознание народное. Поэтому Нетаньяху это понимает, и ему как раз нужен этот эффект флага. Мы воюем, Родина в опасности, давайте об остальном потом. Если не будет войны, то придется сейчас об остальном. Можно поздравить дебилоидных клоунов из Киева, с улицы Банковой, которые влезли, ни черта не понимая в этом, влезли в этот конфликт со своими великолепными комментариями, рассказывая о том, что надо продолжать жестить, и вот так вот можно добиться. В итоге, как вы видите, жестить никто как раз таки не продолжил и наоборот заключил мир. Поэтому они со своими комментариями оказались, как обычно, в жопе. И более того, Банковая оказалась в мировом меньшинстве, поскольку мало кто столь открыто поддержал вооруженную агрессию против другой суверенной страны.
Ну и плюс, конечно же, поразительно, что там настолько недалекие, что не поняли, что это все игра для стейкхолдеров. Ну, тупой народ, ну что ты хочешь. И в интервью Sky News Зеленский начал жаловаться о том, что война на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины. Вот тут непонятно вообще. То есть говорит, давайте жестим, продолжаем войну, и тут же идет и ноет, что эта война отвлекает внимание от Украины. Ну, отброс. Ермак пошел тоже давать интервью, рассказывать, умный человек, умный. Они побежали давать интервью в Британии. После того, как их опустила и нагнула штатовская пресса, им надо срочно, конечно же, сыграть в антикриз. И вот там уже Ермак, уже такой выдающийся лидер, не ведро пустое, как написали американцы, а вот выдающийся лидер, и он уже говорит, что не худо было бы Китай побомбить. В общем, ситуация вот такая вот. Ситуация очень быстро меняется. Все злопыхатели, которые говорят, слышать, а там это перемирие, оно не настоящее, оно скоро там будет уже не перемирное. Смотрите, он хотя бы пытается, и у него получается, у Трампа получается. Опять-таки, повторяюсь, для чего он это делает? Или из своей любви к миру. Никто не отрицает, что можно быть любителем денег и пацифистом при этом, да? Ну, или из желания опять поиграть на рынках. Но причем так, как не играет никто. Никто не может таким образом рушить рынки, поднимать, рушить цену акций и повышать. Это просто прекрасно, да? Поэтому что будет через неделю, к примеру, никто не знает. Ибо я полагаю, что будет опять какое-то понижение для того, чтобы в очередной раз сыграть. Еще раз повторяю всем тем, которые говорят, такого нельзя делать. Трамп играет с огнем, потому что это инсайдерская торговля, это то все 5-10, там привлекут, он потеряет власть и будет конец. Смотрите, он не собирается терять власть. И человек, у которого будут триллионы, не может быть осужден. Очнитесь и заканчивайте с этим инфантилизмом. Да, люди гибнут, да, всем нам жаль, но там играют совсем другими ставками и совсем по-другому. Вот, поэтому продолжаем наблюдать. Всем мира, добра и счастья, как говорится. Пока.